Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться те, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей, если оно вам понравится. А мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 5 февраля, киевское время, 19 часов. Начать хочу с очень приятной новости. У нас сегодня у героя Украины, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенанта Сергея Шаптала, юбилей. Ему исполнилось 50 лет. Генеральный штаб, скажу так, это мозг армии. Это все идеи, все планы, все операции рождаются именно в генеральном штабе. И человек, который возглавляет, несет огромную долю ответственности за принятые решения, а также является генератором идей, которые там могут родиться, или вариантов решения задач, которые ставятся перед генеральным штабом. Поэтому давайте ему пожелаем здоровья, долгих лет жизни и хороших идей в плане планирования боевых действий вооруженных сил Украины или сил обороны Украины, потому что сегодня генеральный штаб думает за всех. За все силовые структуры и полностью за силы обороны Украины. И от того, как они думают и что они там придумают, в том числе и зависит дата окончания этой войны нашей перемогой. Так что с днем рождения, тем более с таким прекрасным юбилеем. Ну а мы с вами возвращаемся к обыденности сегодняшнего дня. И война продолжается, она идет, кровь льется, события меняются. И поэтому мы с вами рассматриваем очередные сутки текущей войны по оперативной обстановке. Российская Федерация сосредотачивает усилия на проведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Уже 5 направлений, на которых Российская Федерация старается вести наступательные действия. За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка Луганской области, Верхнекаменская, Благодатная, Красная Гора, Бахмут, Ивановская, Донецкой области. Враг продолжает вести оборону ранее захваченных рубежей по другим направлениям. Обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. В течение суток противник совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре города Херсона. Херсон сегодня у нас, к сожалению, перехватил печальную пальму первенства в плане количества обстрелов по самому городу. Раньше это был Харьков, до этого это был Николаев. Еще более лояльное или более лучшее положение у Запорожья и Днепра, извините. К тому же высокой остается угроза нанесения ударов Российской Федерации по гражданским объектам на всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время обстрелам подверглись населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Вчера, то есть это враг из артиллерии и минометов обстреливал опорные пункты пограничников на Сиверском направлении, а после наступления сумерек вражеская разведка попыталась незаметно преодолеть наш рубеж обороны. Их очень интересует, что же мы там создали, и они стараются ввести разведку наших оборонных рубежей.
Оккупантов обнаружили, завязалась перестрелка, и противник, понеся потери, ушел на свою территорию. Так что там тоже неспокойно, там тоже стреляют, но состоялся вот такой быстротечный бой на северском направлении. Наши пограничники сработали на отлично и не допустили проведения разведки на наших оборонных рубежах. На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается наступать в районе Двухлетнего. Там бои продолжаются, пока итог неизвестен. Продолжается давление оккупационных войск из Кременной на силы обороны. Туда подтянули танковые подразделения, и они пытаются на нас там давить. Вчера я вам говорил о том, что в предыдущие сутки наши силы обороны были вынуждены немного отойти. За прошедшие сутки линия обороны не изменилась. Наши силы стоят на том же месте, где и вчера, и никуда не отбивают атаки российских оккупационных войск. На Бахмутском направлении ситуация остается сложной. Враг пытается вытеснить наши силы из Красной горы, зайти в Просковьевку и с 3 сторон наступает на Бахмут. Ситуация у трассы на Константиновку близка к критической, но пока удается удерживать ее под нашим контролем. Но российские оккупационные войска не оставляют попыток перерезать эту дорогу. Чем-то она мне напоминает летние события, когда шли бои за Северодонецк-Лисичанск. Тогда была попытка перерезать трассу Бахмут-Сиверск. Точнее Бахмут-Лисичанск. И помните, да, какие ожесточенные бои были за ту дорогу. Сейчас ситуация примерно такая же. Мы пока все удерживаем, но противник не оставляет попыток перерезать эту трассу и захватить ее. На Авдеевском направлении очередные попытки врага наступать на Невельское, на этот раз на трезвую голову, то есть уже второй раз они решили не пить для храбрости. Ну а на трезвую голову тоже попытки окончились неудачно. Противник понес потери, откатился на исходные позиции. Новопавловское направление в принципе можно объединить и с Херсонским, и с Запорожским направлениях. Здесь обстрелы, обмены артиллерийскими ударами. Под обстрел попали населенные пункты Запорожской и Донецкой и Херсонской областей. Линия фронта стабильная, активных боевых действий не ведется, перестрелки, позиционные бои и обмен, как я сказал, артиллерийскими ударами. Во временно оккупированной Горловки Донецкой области все медицинские учреждения переполнены ранеными захватчиками. Поэтому российские оккупанты обустраивают детские сады, школы и просто складские помещения под полевые госпитали. Также известно, что в один из таких госпиталей, где на лечении находится около 70 человек, в городе Светлодарск Донецкой области прибыл медицинский персонал из Якутии. То, что я и говорил, сейчас военкомы в Российской Федерации мобилизуют медицинских работников. Мы знаем, что все медицинские работники это военнообязанные люди. У них есть военный билет, должность, звание. Их мобилизуют и везут в Украину для того, чтобы справляться с ранеными. Но я вам скажу так, в среднем считайте, что количество потерь умножайте на 2. Это минимум столько раненых зафиксировано, получают российские оккупационные войска на территории Украины, благодаря усилиям наших сил обороны. Отмечаются случаи отказа участвовать в боевых действиях мобилизованными русскими военнослужащими. Это надо обязательно подчеркивает, видите, Генеральный штаб в своей сводке, что российскими военнослужащими, потому что есть еще мобилизованные с временно оккупированных территорий.
И такие есть, к сожалению, особенно там, где оккупация длится уже 8 лет с 2014 года. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию Российской Федерации возвращено около 600 человек указанной категории. То есть, видите, точнее отказ от участия в боевых действиях начинает приобретать довольно большой характер. Я бы не сказал, что это массово, но тем не менее количество случаев растет. И этих людей, они не могут их наказать, понимаете, это специальная военная операция, она предусматривает, в России юридический статус, она предусматривает это добровольное участие в боевых действиях. Помните, первые месяцы войны мы с вами обсуждали, что заставляет подписать согласие, особенно тех, у кого контрактников. Контрактники бросали оружие и говорили, что мы не будем воевать. И их заставляли подписать согласие на участие в боевых действиях. За это давали отпуск и потом опять, но домой не отпускали. Сейчас юридически наказать этих людей нельзя. Привлечь к ответственности там, за дезертирство или там еще за что-то. Надо, чтобы он пробегал 30 суток. Тогда у него самовольное оставление части перерастает в дезертирство. Примерно так, если я не ошибаюсь, по российскому законодательству. Вот. Почему? Потому что нету ни военного положения, ни состояния войны, не объявлено ничего. Фактически они воюют в условиях спецоперации, дает возможность. Почему спецоперация? Потому что она дает возможность воевать в условиях мирного, точнее вести боевые действия в условиях мирного времени. Но при этом участие в нем добровольное. Поэтому вот видите, эта категория 600 человек они отвезли на территорию Российской Федерации. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и состав горюче-смазочных материалов. По состоянию на утро сегодняшнего дня, то есть с 5.02, в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей. Ни один из них не является носителем ракет «Калибр». В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 1 корабль. Он тоже не является носителем ракет «Калибр». На данный момент в акваториях Азовского и Черного морей нет ни одного носителя ракет «Калибр». Так что это довольно хорошая новость для нас. Вот такие события, военные события произошли за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну вот военно-политические события тут имеют немножко разношерстный характер, и тут надо обратить. Борис Джонсон продолжает свое турне по Соединенным Штатам как частное лицо. Он сейчас не при должности, но он встречается с различными политиками различного уровня и ведет с ними переговоры о том, что надо поддержать Украину в плане предоставления нам любых видов вооружения для того, чтобы мы могли одержать победу, добиться перемоги в этой войне с Российской Федерацией. Так что, он действительно остается самым, наверное, ярым сторонником Украины на сегодняшний день среди такого политикума, европейского политикума. Состоялась пресс-конференция в Пентагоне по поводу предоставления Украине ракет, точнее снарядов, их называют ракетами, ладно, почему-то упорно все, боеприпасы повышенной дальности для реактивных систем залпового огня типа Хаймарс или МЛРС, давайте так скажем, для систем МЛРС. Так вот, и представитель Пентагона Патрик Райдер
во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Украина самостоятельно должна... Вопрос был в том, будет ли Украина применять эти ракеты и по какой территории. И в Пентагоне заявили, что Украина самостоятельно должна решать, какие операции проводить для освобождения своих территорий от оккупантов. Об этом заявил представитель Пентагона. Также бригадный генерал военно-воздушных сил США ответил на вопросы журналистов, предусматривает ли передача дальнобойных ракет GLSDB использование их для ударов по военным объектам России в Крыму. Да, ответ был: Крым — это Украина. Это международно признанный факт, и никто границы Украины не менял, и границы Российской Федерации тем более. Так что, да, есть много разговоров по поводу того, что применять, не применять оружие западного образца по территории России. Мы не наносим удары по сопредельным территориям, никаких ударов по Российской Федерации никто не наносит. А вот Крым — это территория Украины, поэтому тут все цели легитимны. Кстати, даже Олаф Шольц высказывал во всяком случае, канцлера Германии, звучали, что леопарды не должны переехать на границу Российской Федерации и должны остановиться у приграничных столбиков. Скорее всего, так и будет, потому что мы выполняем те обязательства, которые берем на себя. Следующая новость — это в Киевской области на сегодняшний день правоохранительные органы и государственные обнаружили 1369 тел убитых оккупантами мирных жителей. 1500, представляете, сколько народу, так это обнаруженных тел. И сколько здесь были всего лишь 3 месяца, неполных 3 месяца были боевые действия в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей. И вот только в Киевской области почти 1400 тел. И из них еще 197 тел граждан остаются неидентифицированными. И 300 человек считаются без вести пропавшими, сообщил начальник Главного управления национальной полиции. Вот так побывали российские фашисты на Киевщине. И такое оставили после себя такую глубокую рану. Правоохранители Киевщины открыли более 10 тысяч уголовных производств по факту совершения преступлений российскими военными на территории области. Большинство производств переданы на рассмотрение следователям Службы безопасности Украины. Далее, следующая новость. Это правительство приняло решение о внедрении системы Дельта в силах обороны Украины. Система Дельта — это платформа по ситуационной осведомленности, которую создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины. Там было несколько систем, 2, которые конкурировали, была выбрана Дельта. Что это за система? Это информационная система. Это говорит о том, что на сегодняшний день в Украине создано единое информпространство, в котором находится вся разведывательная информация по противнику, ситуативная. И военнослужащие различных подразделений, различных силовых структур, которые входят, а у нас сегодня все входят в состав сил обороны, зайдя в эту систему, могут получить полную информацию о противнике, который воюет на том или ином участке. Все идет централизованно, все сливается, вся развединформация сливается с линии фронта в эту систему. Вот так работает эта платформа. Это ситуационная осведомленность. То есть по ситуации ты можешь получить информацию в режиме онлайн. Вот. Долго очень готовили эту систему, наконец-то она принята. Следующее. Проверки использования денег от Соединенных Штатов теперь будут регулярными. Вот эти аудиторы, которые приехали от США и проверяют сейчас Министерство обороны,
Вот. И Белый дом анонсировал спецпрограмму на 3 года. А это значит, что в ближайшее время Соединенные Штаты нам помогут и финансово, и с оружием. Ну, я напомню, что Пентагон, вообще-то НАТО разработала программу перевооружения помощи. Программу помощи по перевооружению нашей армии на западные образцы вооружений. Поэтому то, что как минимум на 3 года продлится программа поддержки со стороны США, мы уже знаем в результате объявления вот таких вот или введения в действие вот таких вот аудиторских программ. ООН дает нам, Верховный комиссар ООН по делам беженцев сообщает, что на 31 января текущего года количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты в Европе, составляет 4 миллиона 823 тысячи человек. То есть практически 5 миллионов человек на сегодняшний день зарегистрированы официально как беженцы из Украины. Огромное количество, но будем надеяться, что после перемоги все наши беженцы вернутся домой. И для этого будет целый ряд причин и других факторов. Ну и на пасашок хочу немножко разложить вишенка на торте по пакету помощи вооружения, который Соединенные Штаты предоставили нам. Это вот в пятницу было объявлено, позавчера, о предоставлении нам помощи в размере 2,2 миллиарда долларов. На самом деле там пакет чуть меньше. Он реально 2,175 миллиарда долларов, если быть точным. Вот. И пакет состоит из следующих. Вчера я вам назвал основные, основные пункты, что вошло в пакет. А здесь уже более детально, и тут сейчас всех волнует один вопрос: сроки. Сроки. Мы понимаем, что вооружение идет, помощь идет, но когда? Когда? Если мы говорим, что сейчас вот до конца февраля Путин постарается выдавить из Генерального штаба Российской Федерации максимум пользы, чтобы к годовщине вторжения представить какую-то победу, вот, то для нас это важно, чтобы эти танки приехали, там боеприпасы приехали вчера. Вот. А судя по тому, как развивается событие, очень много споров и пересудов. И вот я нашел такую информацию, которая более детализирует этот пакет помощи. Так вот, в новом пакете помощи, вы знаете, что есть несколько фондов, по которым предоставляется нам военно-техническая помощь. Есть фонд президента Соединенных Штатов, есть фонд финансовый, который заказывает, через который производится подписание контрактов и заказывается у производителей вооружения. Это разные сроки поставок. Итак, в новом пакете помощи вооружения разделилось по программам следующим образом. По президентскому изъятию из запасов армии Соединенных Штатов передается вооружение стоимостью на 425 миллионов долларов. Это то, что будет передано сейчас, и оно уже передается. Это дополнительные боеприпасы для Хаймарс, количество тоже не уточняется. Артиллерийские боеприпасы калибра 155-120 мм, 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами для противодействия беспилотникам, 181 машина МРАП, это тяжелые бронированные машины, 250 ПТРК «Джевелин» и 2000 противотанковых ракет к ним. Противопехотные мины Клаймора и саперные заряды, снаряжение для холодной погоды, средства защиты и другое полевое оборудование. Так вот, это все на сумму 425 миллионов долларов. Это все приедет в Украину в ближайшие недели. Оно уже едет в Украину. Это изымается со складов армии Соединенных Штатов и самолетами везется к нам.
А вот программа USAI, это когда вооружение заказывается у производителей. И она составляет львиную долю в этом пакете. Она составляет 1 миллиард 750 миллионов долларов. И по этой программе сейчас правительство Соединенных Штатов будет подписывать контракты и заказывать у производителя 2 зенитно-ракетных комплекса «Хаук» или «Хоук», зенитные пушки и боеприпасы к ним, оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины, а также оборудование для поддержки имеющихся возможностей противовоздушной обороны Украины. Это то, что я вам говорил, они нам помогают создавать глубоко эшелонированную противовоздушную и противоракетную оборону. Есть для того, чтобы скомпилировать, соединить наши средства, такие как С-300, допустим, и другие, Буки, включить в единую систему, Торы советского образца вооружения, вот необходимо их необходимо сделать системы, которые будут их адаптировать, чтобы они могли передавать и получать соответствующую информацию. Далее, генераторы для систем ПВО, средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, это скорее всего средства радиоэлектронной борьбы, как мобильные, так и переносные и, возможно, даже стационарные. Это все правительство США будет сейчас подписывать контракты на поставку в Украину. 4 радиолокационных станции воздушного наблюдения, это дополнительно к тем системам ПРО, 20 контрбатарейных радаров и запасных частей для контрбатарейных радаров, беспилотники Пума и высокоточные ракеты Precision Guided Rockets. Вот так, если я правильно прочитал транскрипцию, вы знаете, английский у меня, как говорил Винни-Пух, хромает. Не знаю почему, но грамматика, говорит, хромает. Оборудование защищенной связи, медицинские принадлежности, финансирование обучения, обслуживания и поддержки. И вот тут возникает, во всем этом пакете возникает один очень интересный вопрос. Где же вот эти ракеты GLCDB с дальностью пуска 150 километров? Так вот, в ходе брифинга для средств массовой информации в Пентагоне уже подтвердили, что вот эти ракеты на 150, в этом случае эти ракеты проходят в этом пакете помощи вот под этим названием Precision Guided Rockets. То есть они будут заказываться у производителя правительством Соединенных Штатов. Поэтому та информация, которую давали, что они там весной якобы прибудут, это, кстати, устаревшая информация, это писал Reuters. И писали они еще осенью, они тогда надеялись, что правительство закажет, тогда, конечно, к весне они могли бы сделать эти ракеты. Сегодня, если правительство США быстро закажет, они могут сделать их где-то к концу лета. Во второй половине лета и к осени они смогут произвести эти ракеты и передать их нам. Вот это правда жизни. И, кстати, даже Reuters уже изменил сроки изготовления и передачи этих ракет. Вот. И вот тут же, поэтому единственный вариант, что эти ракеты могут передать сейчас, это если они были изготовлены, хотя бы небольшая партия, была изготовлена производителем, а это 2 фирмы совместно, Boeing и Saab, они закончили разработку в 2018 году и сказали, что они готовы приступить к их производству. Прошло, это уже 5-й год, и только сейчас эти ракеты востребованы тем, что их хотят передать нам для применения по нашему врагу, по военнослужащим страны-агрессора Российской Федерации. Если партии ракет есть в наличии уже готовых,
они могут приехать в Украину. Если партий готовых на складах заказчика нету, то тогда мы будем ждать эти ракеты, когда они будут изготовлены, только тогда и после этого они будут переданы Украине. Вот это вот единственный такой очень непонятный пока еще момент, но из всего пакета помощи все остальное я вам перечислил, что приедет сейчас и что приедет потом. Потом это, я так понимаю, когда будет изготовлено производителем. Когда это будет? Ну, наверное, начиная с конца весны и далее по срокам вот эта помощь будет приходить от Соединенных Штатов Америки. Ну что ж, вот такие вот военные и военно-политические новости произошли за прошедшие сутки в Украине и вокруг нашей с вами страны. На этом первую часть нашего видео по оперативной обстановке мы закончим. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. И продолжим мы, как обычно, по традиции, ответом на те вопросы, которые вы задали к предыдущим відео. Доброго вечора. Сьогодні бачу, кому з військових будуть виплачувати 30 тисяч премій. Всім, хто не у зоні бойових дій, не будуть. Як ви вважаєте, чи скажеться відміна виплат на результативності роботи наших ППОшників? Я, до речі, за відміну цих виплат, бо багато халявщиків у службах, але ж ППО. Так вот, я вас успокою. Дело в том, что воздушные силы Украины не входят в эту категорию. Воздушные силы Украины считается, что они несут боевое дежурство и на своих местах. И поэтому вот эта отмена выплат вот этих премиальных 30 тысяч для тех, кто не находится в зоне боевых действий, не касается бойцов противовоздушной обороны или противоракетной обороны, которые несут боевое дежурство. Не переживайте. Доброго вечора. Питання. Чи відомо щось про застосування росіянами аналогів нетної техніки «Термінатор»? Вони їх теж везли з великим розголосом, що це смерть всім. Дело в том, что очень мало осталось терминаторов. По данным открытых источников, установка «Терминатор» это в российской армии официально было изготовлено только 2 роты, 19 машин. Они были переданы в состав, по-моему, одного из полков Кантемировской дивизии. И замечены они были летом на Донецком направлении. Там была замечена колонна этих терминаторов. Это ходовая часть Т-90. На башне стоит вместо башни стоит огневой модуль, на котором там 2 автоматические пушки под 30-миллиметровые. Называется боевая машина поддержки танков. Вот. Даже есть в сети, вот буквально недавно появилось видео на YouTube, где вот этот терминатор ведет огонь по нашим позициям. Ну, скажу так, что они ничего не изменили кардинально. Горит он точно так же, Джевелины, что Т-90, что терминатор, Джевелину все равно, Энлау все равно. Поэтому горят они точно так же, а ввиду их малого количества, они не производятся сегодня серийно. И они, насколько есть открытые данные, то они не производятся сегодня вообще, от слова совсем. Вот. Ввиду того, что не было заказа, а сейчас возобновить производство из-за комплектующих невозможно. Вот. Поэтому ремонтируются, да, которые подлежат ремонту, здесь где-то на местах, может быть, вывозятся в Белоруссию или в Российскую Федерацию. Видите, для Российской Федерации плечо подвоза там в 500, в 1000 километров это не проблема. Они возят, гоняют эшелоны вперед-назад. Вот. Так что воюют, мы их подбиваем,
проблем на сегодняшний день, там кардинально они ситуацию не изменили ни на одном направлении. Дойдет ли, вот, мне жена каждый день задает вопрос, дойдет ли наступление до Днепра, можете прокомментировать. Ну, вероятность того, что наступление российских войск оккупационных дойдет до города Днепр, ну, я бы сказал так, равна 0,01% из 100. То есть 99,9%, что наступление не дойдет. Наступление даже не выйдет на границы Донецкой и Луганской областей. Думаю, что так. Оставляю 0,1% на то, что, как врачи говорят, даже при аппендиците нельзя давать стопроцентных гарантий. Поэтому вот скажу, что 99,9%, что не дойдет. Вот. Почему? Потому что у нас есть все шансы удержать, и посмотрим, насколько хватит запала или возможности российских войск на сегодняшний день держать этот темп наступления, чтобы с таким количеством потерь, я понимаю, что их потери не интересуют, но пополнение рядов мобилизованных, как они сегодня делают, там батальонами каждый день пополняют, насколько хватит возможностей. Эта война, видите, Путин старается перевести, российский диктатор старается перевести эту войну в войну на истощение. Ну, посмотрим, кто кого истощит. Интересно узнать, почему не выводят войска с Бахмута. Как вам, военному человеку, наверное, тоже понятно, что это повтор Лисичанска и Северодонецка. Скажите, что я не прав. Может быть, вы где-то и правы, может быть. Но, смотрите, Бахмут решает две задачи. Первая, основная задача, это удержание территории и нанесение максимального разгрома противнику. Вот в таких боях российская армия несет наибольшие потери. И причем как в технике, так и в личном составе, особенно в личном составе. Посмотрите свод. Нам удалось, по сравнению с летом, нам удалось в 2 раза увеличить суточные потери противника только убитыми. Ну а ранеными тем более, еще больше удалось увеличить. Поэтому для нас это очень, ну, с одной стороны, для нас это, конечно же, выгодно. Изматывание противника, тем более в таком хорошо укрепленном городе. Вторая задача, которую решает Бахмут на сегодняшний день, это дать возможность инженерным войскам подготовить рубежи обороны за городом или на более выгодных позициях за городом. Потому что если создаться угроза окружения, как вот вы говорите, там Лисичанск, Северодонецк ситуация, или, допустим, если все-таки они, закидав нас своими телами, мы будем вынуждены отходить, то надо отходить на подготовленный рубеж, чтобы для российской армии все началось сначала. То есть опять штурм нового подготовленного рубежа и, соответственно, опять огромные потери за каждый метр продвижения по нашей территории. Вот таким образом мы провели несколько контрнаступательных операций, довольно успешных. И теперь мы опять проводим оборонительную операцию на изматывание противника. Поэтому я думаю, что вот две причины я вам назвал, по которым Генеральный штаб, может быть, не принимает решения относительно вывода войск из Бахмута. Продолжается его оборона и продолжается удержание Бахмута именно на этих рубежах. Следующий вопрос. Как вы думаете, нужно ли переписывать статут Збройных сил Украины после окончания войны? Я человек военный и понимаю, что он во многом скопирован с устава статута СССР и много чего устарело. Он не просто скопирован, я вам даже больше скажу. Дело в том, что на сегодняшний день это просто советский устав, переведенный на украинский язык. Вот и все.
Все остальное, вот все то, что мы там ввели новые звания, ввели новые должностные категории, сделали там вертикаль управления войсками, сержантскую вертикаль. Это все лежит за рамками устава. И это все создает, ну, я бы так сказал, создает неправильную, на мой юридическую основу систему управления войсками. Почему? Объясню. Потому что если вы откроете устав Вооруженных сил Украины, все 4 устава, кстати, гарнизонной, караульной, внутренней службы там, и так далее, там, строевой устав и дисциплинарный устав. 4 устава. Все эти уставы советские, переведены просто на украинский язык. Так вот, если вы откроете любой из этих уставов, на первой же титульной странице вы внизу прочтете «Закон Украины». И написано номер и дата закона, когда он был принят. То есть у нас кто-то додумался, что уставы в армии принимаются законом Верховной Рады Украины. И это является закон. Поэтому все остальное, что сейчас сделано в Украине, это на основании приказов и распоряжений сделано. Оно не входит в устав. Для того, чтобы это вошло в устав, надо, чтобы голосовала Верховная Рада. Устав надо было писать еще вчера. И, кстати, эти 8 лет, я не знаю, я знаю, что информация была, что там брали польский устав, хотели брать за основу, хотели брать, адаптировать под американский устав. Какая-то работа велась, но за 8 лет результативности показали 0. Устава как такового нету в новой редакции, которая бы отвечала современным тенденциям жизнедеятельности и структурирования армии. Мы даже не успели закончить организационно-штатные преобразования вооруженных сил. Вот, началось вот это массированное вторжение. Поэтому устав однозначно надо его переписать. Надо отменять этот советский, полностью отменять. Ну, там можно взять с него некоторые положения, которые на сегодняшний день приемлемы и которые на сегодняшний день как бы отвечают современным требованиям. Все остальное надо убирать, писать новый устав и вводить его в действие. Ну, вопрос, чем вводить в действие? Опять Верховная Рада, которая сейчас начнет там считать запятые. Помните, вы рекорды ставили, там 16 тысяч поправок к одному закону, запятых и точек там добавили, изменить, где-то убрать, где-то добавить. Если такой же опять цирк будет, то мы его там еще 10 лет не примем. Я думаю, что будет достаточно приказа Верховного Главнокомандующего. Кстати, есть такая категория юридическая. И да, Верховный Главнокомандующий даже в мирное время, а это у нас президент Украины, у него так должность называется по Конституции, имеет право издавать приказы. Мы когда-то этим пользовались в Генеральном штабе, чтобы обойти систему согласования документа. Когда ты готовишь документ, межведомственный документ, то надо его согласовать с теми ведомствами, которые упоминаются в этом документе. Вы не представляете, 7 кругов ада нервно курят в углу по сравнению с тем, как надо было проходить бюрократическую машину согласований, когда каждый суслик агроном, каждый пытается внести свою правку или отмежеваться от этого документа, чтобы вообще там не упоминаться. Вот. Ну вот мы нашли такой один из способов был приказ Верховного Главнокомандующего, и все. Он имеет статус, юридическую силу и все остальное. И таким образом выйти из положения. Ну, это вариант, это просто как вариант. Но то, что устав надо переписывать, это 100%. И брать что-то, писать устав современный под современную армию, но от советского устава надо уходить. А у нас до сих пор законом Украины в действии введен и действует устав, который был переведен, советский, который переведен просто на державную мову. Расскажите, пожалуйста, о российских танках Т-14. Насколько много их производят? Я вас хочу обрадовать, их не производят вообще, от слова совсем. Т-14 Армата.
танк, который пугала Российская Федерация, весь мир, в результате оказался настоящим пшиком. Классический пример, как шарик сдулся. Объясню почему. Программа закрыта, по-моему, еще в 2020 году. Они полностью закрыли эту программу, поэтому кроме вот тех танков, сколько он там, 4 или 5 лет он ездил, 4 года, по-моему, ездил по Красной площади, нету до сих пор окончательных тактико-технических характеристик. В Википедии написано так, многие вещи из тактико-технических характеристик написаны размыто и непонятно, конкретики нет. Никто не видел боевых испытаний отстрела танка Т-14 «Арматы». На сегодняшний день не сформулирована концепция, по которой создавался танк. Это капсульная, когда экипаж находится в бронекапсуле защищенной. Это там беспилотная башня или что-то, или классическая компоновка танка. Этого до сих пор как бы не сформулировано. И, по-моему, в 2020 году было объявлено о том, что проект «Армата» закрывается ввиду его дороговизны и ввиду того, что нет перспективности развития. Где-то месяц назад, по-моему, перед Новым годом, перед Новым годом появилась информация, что имеющиеся танки Т-14, вот из парадного расчета, которые там по Красной площади каждый раз швенделись, будут направлены на фронт. Потом эта новость была опровергнута, и все, и об этом танке забыли. Поэтому его никто сегодня не вспоминает. Я даже очень сильно сомневаюсь, что мы увидим его на полях сражения в Украине. Поэтому вопрос, насколько много их производят, 0. Их производят 0 штук. Скажите, пожалуйста, почему при взлете носителей кинжала включается тревога по всей Украине? Ведь одновременно взлетает самолет и самолет-разведчик, а это палево нашего ПВО. Тем более, что кинжалы оно сбить не может. Почему не может? Теоретически оно может сбить кинжалы. Особенно сейчас, когда комплексы НАСАМС и ИРИС-Т могут сбить кинжал, если он будет пролетать в зоне действия этих систем, и оповещение о пуске ракеты «Кинжал» будет сделано с момента пуска. Если он успевает, он ее может сбить. Так что нет, так говорить нельзя. Смотрите, это именно мы не можем не объявить воздушную тревогу. Почему? Потому что дальность пуска ракеты «Кинжал» составляет 2000 километров. То есть они взлетают в Беларусь, они покрывают всю территорию Украины. Куда полетит ракета, мы не знаем. Мы наблюдаем за полетом самолета, но на каком курсе он сделает сброс ракеты, неизвестно. Поэтому да, мы приводим нашу систему ПВО и ПРО в полную боевую готовность, объявляем воздушную тревогу, даем возможность людям укрыться в убежищах и не подвергать свою жизнь опасности, чтобы потом не разбирать очередной жилой дом, как это было сейчас в Харькове и перед этим в Днепре и так далее. Не вынимать тела людей и живых людей из-под завала. Вот для чего воздушная тревога. То, что они срисовывают наше ПВО, да, это есть проблема, но небольшая проблема. Почему? Потому что на сегодняшний день в Украине не осталось стационарного ПВО. Они его раздолбали еще там в первые месяцы войны, когда их авиация носилась тут по всей Украине, в нашем воздушном пространстве. Вот они тогда и стационарное ПВО, в основном всю, они уничтожили. Но за счет мобильных комплексов мы вытянули. И сегодня наше ПВО мобильное. Оно сегодня здесь, завтра там. По полям, по горам. Прям как в песне поется. Поэтому да, они каждый раз поднимают и каждый раз пытаются срисовать. Пытаются определить, скорее всего, определить вероятные районы, где наше ПВО занимает позиции, то есть чтобы хотя бы какой-то приблизительно позиционный район сформировать. Не тут-то было.
Так что пусть летают. Ну, к сожалению, нам придется, это издержки. Вот для нас, для населения, это издержки в том плане, что нам приходится идти, бежать в укрытие и пересиживать эти воздушные тревоги в укрытиях, что как бы не приносит приятных ощущений. Вот в чем проблема. Во всем остальном это противостояние, они пытаются поймать нас, мы пытаемся увернуться. В данном случае мы пытаемся увернуться, чтобы они нас не поймали. Розкажіть, будь ласка, які можливості є для відсікання так званих кліщів при наступі ворожих військ? Смотрите, возможностей, все зависит от наличия резервов и сил. Самые лучшие возможности от клещей — это фланговые удары. Как только противник вклинивается в нашу оборону, мы можем наносить фланговые удары по отсеканию вот этих передовых частей, которые прорвали нашу оборону. Но в этом случае мы как бы сами подставляемся под фланговый удар. Тут уже все зависит, еще раз повторюсь, от количества резерва. Можем ли мы удерживать фланги, допустим, при подрезании клещей. Вот это уже пошло военное искусство. Понимаете, кто правильно просчитает ситуацию. Ну а так мы на сегодняшний день основным методом по отсеканию, точнее методом борьбы с попытками, с клещами российских оккупационных войск, у нас это отход на заранее подготовленные рубежи. Мы так делаем. За счет потери территории мы спасаем вооруженные силы и стараемся нанести противнику наибольшие потери. Почему? Потому что проводить наступательные действия у нас, я так понимаю, не позволяет, контрнаступательные действия или фланговые удары не позволяет количество резервов наших войск. Мы будем нести, при этих ударах войска несут довольно большие потери, что потом сказывается на укомплектованности войск. А так мы планомерно и плавно отходим на заранее подготовленный рубеж. Да, мы теряем часть территории, но зато мы сохраняем боеспособность наших войск и дальше продолжаем вести оборонительную операцию. Скорее всего, такой метод ведения войны принят только из-за того, что у нас нет ресурса в технике и вооружении. Это наша гигантская проблема. Мы полностью зависим от наших соседей. И, допустим, наносить фланговый удар, нести потери в людях, в технике, в вооружении, а что потом? А потом остаться с автоматом, солдатом и автоматом в окопе? Нет. Поэтому, скорее всего, принимается из двух зол выбирается наименьшее. И наименьшее зло — это частичная сдача территории с целью сохранения боеспособности войск и сохранения самих войск, их вооружения и техники. Вот такое. А вообще, конечно, с клещами борются фланговыми ударами. Подрезают этих клещей, как только они вклинились в оборону, сразу наносится удар во фланг и заходится в тыл противника. Окружается группировка, которая там прорвалась через линию фронта. Здравствуйте. Говорите, что одичалые уже получают приказы экономить артиллерийские снаряды. Если весной они выстреливали около 60 тысяч снарядов в сутки, то сколько выстреливают сейчас? Сейчас они выстреливают примерно раз в 10 меньше. То есть где-то порядка не в 10, где-то в 5 раз точно. Где-то до 10-12 тысяч боеприпасов, в зависимости от интенсивности боевых действий, они в сутки могут выстреливать. И то только на отдельных оперативных направлениях, то есть уже не по всей линии фронта. Вот сейчас большая часть артиллерии российской стянута на Донецкое направление. И частично они сейчас стягивают на Луганское и немножко добавляют на Запорожском. Вот здесь, да, они могут там тратить. Кстати, была даже информация в декабре, в ноябре оценивались вытраты
расход боеприпасов где-то 6-7 тысяч в сутки. Сейчас в связи с возросшей интенсивностью боевых действий расход боеприпасов российской артиллерии может составлять где-то порядка 10 тысяч около 10 тысяч боеприпасов в сутки. Пока еще есть у них запасы. Олег Владимирович постоянно сравнивает эту войну с оккупацией Финляндии. Там тоже начинался захват 200-тысячной группировкой, потом еще увеличили до 600, после этого заключили мир. Не повторится ли история? Нет, не повторится. Объясню почему. Во-первых, Финляндия боролась одна против Советского Союза. И потом уже, когда стал вопрос, что надо идти, и Финляндия была вынуждена идти на этот мир. Они предложили мирные переговоры, потому что у Финляндии не было армии, и никто ее не поддерживал. Они отмобилизовали там, что могли, но техники вооружения катастрофически не хватало. Армия была плохо вооружена и слабо обучена, и поэтому и Маннергейму никто не помогал. Поэтому было принято решение за счет потерь территории добиться мирных переговоров. И тут уже вступили западные союзники. Но финны воевали сами. Нас сегодня поддерживает весь цивилизованный мир. Посмотрите, сколько стран поставляет там вооружение, технику, там, боеприпасы и все остальное. Поддерживают нас. Это первое. Второе. Фактически на сегодняшний день они не могут проиграть. Это уже они завязаны в этой войне в плане поставок, в технике, вооружении, в плане поддержки Украины, финансирования, гуманитарной поддержки и всего остального. То есть они сделали ставку на победу, на перемогу Украины. Поэтому они не могут проиграть. Если они сегодня пойдут на переговорный процесс, все, завтра Путин их всех нагнет и будет восстановлен, поверьте, и Варшавский договор. Страны Варшавского договора, он об этом намекает, страны СЭФ, а остальная Европа будет принимать решения. Европейский Союз будет каждый раз согласовывать свои резолюции, которые они там принимают дружно, с Российской Федерацией. Будут отправлять в Москву на согласование, и Москва будет править там. Вот такая вот ситуация. Сегодня все уже все определилось, кто с какой стороны баррикады, и назад пути нет, мосты сожжены. Либо Путин становится новым Гитлером в 21 веке, либо Украина перемагает в этой войне. Вот такой исход. Вот этим наша война кардинально отличается от финской войны. Объясните, зенитная установка Гепард и танк Леопард, у них база одинаковая, и те характеристики двигателя и так далее. Практически, смотрите, да, действительно, установка Гепард сделана на базе танка Леопард-1. То есть на танк Леопард-1 вместо танковой башни просто-напросто поставили вот этот огневой модуль, так сейчас называется, другую башню, которая имеет две артиллерийских автоматических пушки спаренных и радиолокационную станцию. А все остальное абсолютно одинаковое. И броня одинаковая. Полностью это ходовая часть Леопарда-1. Поэтому у них тактико-технические характеристики абсолютно одинаковые. Отличается только раздел вооружения. Вот в этом разделе есть кардинальное отличие. Там танковая пушка, а здесь две спаренных автоматических пушки. И радиолокационная станция. А так это действительно одна и та же машина. Кстати, я постоянно говорю в своих видео о том, что для нас не проблема освоения леопардов. Потому что Леопард-1 мы уже освоили, а Леопард-2 не очень отличается от Леопарда-1. Двигатель там практически один и тот же, подвеска фактически такая же. Компоновка может быть где-то там что-то, может в трансмиссии что-то они там
улучшили и изменили. Вот. А так в основе своей Леопард 2, и он принципиально не отличается от Леопарда 1. А Гепард и Леопард 1 это вообще две одинаковые ходовые. Вот. Ну, практически две одинаковых базы, вот так будем, которые отличаются только системами вооружения. Скажите, пожалуйста, какое стратегическое значение имеет для Украины город Харьков и Харьковский аэропорт? Ну, скажу так, что Харьков для нас, кстати, Харьков это один из столпов нашего военно-промышленного комплекса. Город-миллионник, город-бастион, который находится, наверное, практически на границе с Российской Федерацией, со страной-агрессором, но имеет огромнейшее значение. Кстати, там не только военно-промышленный комплекс, там, смотрите, основное танкосборочное КБ, оно еще было основным в Советском Союзе, но сейчас оно как бы досталось нам в наследствие. Там авиационная промышленность представлена, там энергоатом представлен. Он имеет очень, очень большое значение, именно стратегическое значение, как центр промышленности Украины. Причем я бы даже сказал, тяжелого машиностроения для Украины. Так что Харьков это не зря. Ну а Харьковский аэропорт, скажу так, что Харьковский аэропорт может иметь значение как транспортный хаб, как транспортный узел, не хаб. Транспортный узел, почему? Потому что город как бы имеет сильно развитую промышленность, как и тяжелое машиностроение, так и среднее, и электроники, и электрики, кстати, там. Вот. И, соответственно, аэропорт как транспортный узел для доставки комплектующих или для вывоза готовой продукции, да, он очень важен. Но как транзитный или как хаб транспортный, на сегодняшний день этот проект, я думаю, что уже рассматривать нет смысла, потому что раньше он рассматривался как, допустим, если брать направление на Российскую Федерацию. Сегодня этот вопрос с повестки дня снят. 6-метровая стена и ров с крокодилами на многие-многие годы. По-другому никак. Поэтому с аэропортом я бы подумал, он исключительно становится транспортным узлом для города. Хотя для такого города, как миллионника, аэропорт, чтобы спокойно из Харькова, не надо ехать в Киев или в другие города, а спокойно сел в Харькове в самолет и полетел в Вену, в Варшаву, в Берлин, куда угодно. Сегодняшняя авиация позволяет это делать беспосадочными перелетами. Поэтому еще раз говорю, как узел, транспортный узел, да, имеет очень важное значение для города. Но как хаб транспортный в масштабах, допустим, страны, я бы сказал, что в связи с сложившейся ситуацией, а именно войной России против Украины, он теряет свое стратегическое значение. Ну а город, безусловно, это промышленный центр, причем как военной промышленности, так и гражданской промышленности для всей страны. Ну что ж, на этом, наверное, мы будем вопросную часть с вами заканчивать. Вот такие вопросы. И остается у нас с вами третья часть, заключительная. Это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым, наверное, первым комментарием сегодняшнего дня будет следующий. Доброго дня з міста Радом, Польща. Сусіда не можна перенести на інший континент, тому що після війни треба негайно переходити на західний стандарт залізниці. Бо, як ви кажете, найбільша доля постачання БК іде залізницею.
та й в Лісабон буде скоріше доїхати. Це, напевно, не дешева забава, але свобода і мир дорожче. Весь Захід на вузькій колії логістика до Євросоюзу і НАТО буде прискорена. Весь Захід на вузькій колії логістика до Євросоюзу і НАТО буде прискорена. Андрій П. Героям слава. Смотрите, вы в принципе абсолютно правы. Кстати, вопрос перехода на европейскую колею в железной дороге рассматривается в плане Маршалла, вот этот план восстановления Украины. Там об этом мы говорили еще, по-моему, весной, когда первые только начали разговоры о нанесенном ущербе и о том, что надо было уже составить план восстановления Украины. Где-то в конце весны, в начале лета первые такие разговоры пошли. Форум был еще, по-моему, международный по этому вопросу. Так вот, европейцы рассматривают вопрос перевода Украины на европейскую колею. Почему? Потому что действительно транспортное сообщение, доставка грузов, товаров, сырья и готовой продукции в обе стороны. Да, это, конечно, не 3 копейки будет стоить, но вполне возможно. Кстати, по ТИП, по-моему, или TYPE называется план развития инфраструктуры Европы, в который включена Украина. Он оценивался, еще Гройсман, будучи премьером, его, по-моему, подписывал. Он оценивается там в 39 миллиардов евро. Так вот, там предусматривалось 5 веток скоростного поезда, вот этот европоезд скоростной, 300 км в час, в основные города Украины. Львов, Киев, Харьков, Днепр, Одесса. По-моему, да, по-моему, вот так вот. Вот этот скоростной поезд, но у него бы колея была европейская. Это отдельная ветка, они не пересекаются с обычной железной дорогой, эти поезда. Вот. И зато вот такая была бы, за 3 часа можно, 1000 километров ширина Украины в самом широком месте, за 3 часа можно было бы проехать всю страну. Вот. Ну и, соответственно, там приехать в любую другую столицу Европы. Очень, кстати, удобный поезд, довольно скоростной. Я ездил на этом поезде и скажу так, что очень комфортно и очень быстро. Практически, даже, наверное, я бы сказал, в некоторых вопросах быстрее, чем самолет. Потому что не надо проходить такого строгого контроля, не надо ожидать посадки, высадки, багажа там и всего прочего. Купил билет, пришел на перрон, сел в свой вагон и через какое-то время приехал. Так что вот такая вот кухня. Вполне возможно. Всегда было интересно о приборах ночного видения на основе инфракрасной подсветки. Если фара светит, допустим, 500 метров, то такой свет будет видеть и противник, имея прибор с инфракрасным приемником. И светиться будет как маяк для кораблей. Да, конечно. А как же вы думаете? Для этого существует светомаскировка и на фарах. И применяется, соответственно, но у тебя два варианта. Либо ты едешь вслепую, либо ты едешь с инфракрасной подсветкой. Кстати, современные приборы уже идут бесподсветочные. То есть механик-водитель, поставив допустим, на БТРе прибор называется «Сова». Советский назывался. И можно было ездить с выключенными фарами. Конечно, с включенными фарами намного лучше. Мы говорим сейчас об инфракрасных фарах. Те, которых глаз человеческий не воспринимает их свечение. Кстати, в войсках, как всегда, народ же, чем проще, тем смекалистее. Потому как надо выйти из положения. Как определить фара ночной подсветки, инфракрасная фара, рабочая или не рабочая? Два варианта. Первый вариант — включить фары и стоять ждать минут 10. Если фара греется, значит внутри лампочка горит. Но при этом сажается аккумулятор или должен молотить двигатель. Вот. Вариант номер 2, самый простой. Поймайте кошку.
Поймайте кошку и поднесите к фаре. Если кошка начинает орать и вырываться, значит фара рабочая. Потому что коты видят в инфракрасном диапазоне, и эта фара ее слепит. Все, отпускаете кошку, фара рабочая. Выключаете фару и докладываете. Вот такой вот способ. Поэтому, а современные приборы уже идут бесподсветочные. Можно просто поставить ночной прибор и прекрасно видно. Да, конечно, скорость движения будет ниже, но видимость позволяет не включать подсветку, инфракрасную подсветку для прибора ночного вождения. Хочу обратиться к своим землякам. Знаю, многие смотрят Олега. Если у вас нет духа выходить на улицу и говорить про войну, хотя бы со своими родными. Я знаю таких много. Я перестал платить налог с начала войны. Мне заблокировали карты. Недавно повесили арест на машину. Понимаю, что это капля в море. Но вы не поверите, как это облегчает душу. Поверьте, пожалуйста, переобуться потом не получится. Наш маразматик будет растягивать эту войну. И поверьте, пожалуйста, мало нам не покажется. Это крик души из России. Маразматик имеется в виду, конечно же, российский диктатор Путин. Вот. Ну, я вам даже, вы знаете, вот мы вчера разговаривали про идеологическую, вы задавали вопрос, я комментировал, что идеология, да, сильна идеология, и большинство поддерживает эту войну. Мне написали в комментариях, я читал, что мы воюем не за Путина, мы воюем за Россию. Где вы воюете за Россию? В Украине вы воюете за Россию? Почему вы воюете за свою страну на территории чужой страны? Кто на вас нападал? Вот скажите, кто перешел границу Российской Федерации? Никто. И он мне пишет, этот зритель, что мы воюем с НАТО. А у меня встречный вопрос. А НАТО знает, что вы с ними воюете? Вы знаете, что на территории Украины нет ни одного военнослужащего НАТО? Ни одного. Так с кем вы тогда воюете? НАТО не знает, что вы с ним воюете, понимаете? Они еще на войну не собирались с вами идти. Это первый момент. И второй момент, у меня тогда очень интересный вопрос. Если вы воюете с НАТО, если НАТО ваши враги, туда входят там ведущие страны, да? Так почему же вы тогда не откажетесь от доллара? Почему же вы не откажетесь от евро? Почему вы едете отдыхать в Европу? Почему вы пользуетесь европейскими гаджетами и приборами? Машины, на немецких машинах вы катаетесь и кричите, что немцев можем повторить вам на Берлин сходить. Да? При этом обожаете немецкие машины. Почему у вас компьютеры американские? Почему у вас платформа Windows до сих пор? Основная базовая платформа Macintosh и Windows для ваших компьютеров. Вот тут непонятно, да? С одной стороны пиндосов ругаем, а с другой стороны бежите в обменку и меняете рубли на доллары, потому что доллар стабильная валюта. Да? Открываете компьютер, а там загружается Windows. И вы на этой платформе строите все свои военные штучки. Действительно, очень для меня было бы смешно, если бы не было грустно. Читать вот такие комментарии там, в плане того, что мы воюем за Россию. За какую Россию вы воюете? Где? На территории Украины? Вот такая вот петрушка. Здравствуйте. По заключенным, перед тем, как попасть на фронт, им дают помилование. И если они убегают, там их не преследуют. На уровне государства, потому что им нечего предъявить. Они бегут и скрываются. От группировки Вагнер эти сведения. Есть в ряде публикаций. И об этом говорит Ольга Романова, глава вот этой общественной организации «Русь сидящая». Ольга Романова говорит, что сейчас возобновилась волна заключенных, но и побеги тоже увеличились. Вы не правы. Но, во всяком случае, у нас другая информация. Помилования дают по окончании контракта. Их забирают из зоны. Кстати, это юридическая коллизия и прецедент юридический. Этих заключенных забирают из зоны на основании контракта с частной компанией на участие в специальных действиях.
И они получают помилование только после контракта. Вы, кстати, даже такое впечатление, что вы не смотрите российские новости. Пригожин там разрекламировал вот эту новость, что Путин подписал указ. Кстати, помиловать может только президент России этих заключенных. Все остальное это Филькина грамота. Это либо они лохи, их разводят. Вы можете хоть на туалетной бумаге написать помилование, оно не будет действительно, пока не будет указа президента о помиловании. Так вот, за 6 месяцев войны, уже больше, уже за 7 месяцев или 8 месяцев войны этих заключенных в составе ЧВК «Вагнер», помиловано было, официально помиловано указом президента России 20 человек. Из них сделали рекламную помпу и сказали, что их даже и в депутаты возьмут, и в МГУ их примут. И это вообще цвет нации. Вот. А они поехали в свои родные села и в свои родные веси. Никто из них не пошел добывать докторскую степень или кандидатскую степень наук. Вот. Это не те люди, это не та категория, не тот контингент. Я не знаю, про что рассказывает Ольга Романова, я не интересуюсь ее деятельностью, вот. Но тем не менее, и поверьте, не зря стояли кадыровцы за спиной у вагнеровцев, у зэков, и открывали огонь, и ловят их. Ловят, это неправда, их ловят. Даже сейчас мобиков ловят, СОБР приехал. А вспомните, когда беглецов как с оружием в Ростовской области там ловили, когда сбежал с пулеметом. Так это единичные случаи, которые просочились в прессу. А сколько таких случаев не просочилось? Сколько бежит и растворяется здесь, на оккупированных территориях? Кому удается сбежать из этих отрядов частных наемников. Так что вы абсолютно не правы, и вы не владеете ситуацией. Помиловать, еще раз говорю, помиловать может только президент страны. Только. Никакое помилование в колонии им не дают. Они подписывают контракт, который их жестко обязывает выполнять все, что им сказано согласно контракту. А по окончании контракта их подают списком на помилование президенту России. Вот так работает эта кухня. Привет из Братиславы, Словакия. Спасибо. Добрый вечер, Казахстан. Слава Украине и победы. Будьте живы. Ну да, это для наших защитников это очень актуально. В Израиле был случай, когда Меркава 4 наехал на самодельный фугас, закопанный в землю. От взрыва двигатель, расположенный в передней части танка, вылетел вверх и, ударив в ствол пушки, сорвал с места башню. Ну, скажу так, что, я же говорил, что любой танк это не космический аппарат там, пришельцев, который может выдержать атомный взрыв средней мощности. Нет. Естественно, при наезжании на фугас, а я знаю, что любят вот эти террористические организации, что в Сирии, что там на Ближнем Востоке, вот так вот скажем. Они очень любят зарывать в качестве фугасов, зарывать 155 миллиметровые снаряды. Вот. Представьте, в этом снаряде где-то около 20 килограмм тротила, и вот таких 3-4 снаряда зарывают, и в один закладывается взрыватель. И его дистанционно активируют там, через мобильный телефон. То сила взрыва, если двигатель у Меркава 70 тонн, если двигатель у Меркавы вырвало, то я представляю, какой мощности был фугас. Ми в той час робили позицію і потім бачили стрим, як перша атака танка на Невельська. Танкісти заблудилися на прямій дорозі. Потім друга атака, танкісти орків під'їхали до позиції наших. Наші пару раз стрільнули, і коли верталися, то заблудилися. І сусіди наші той танк знищили. Ну, это, наверное, описание вот этого боя вчерашнего, когда на Невельское шли в состоянии алкогольного опьянения. Что эти танки блуждали на ровной дороге. Каліфорнії, район затоки Сан-Франциско. Низький уклін нашим захисникам і захисницям. Україна переможе. Допомагайте хлопцям в Бахмуті, їм там дуже непросто, їм там дуже важко.
Я сам родился и живу в Российской Федерации. И мне кажется, что живу в стране среди сплошных идиотов. Ненависть к всему миру запредельная. И даже не запредельная, но с несколькими исключениями тотальная. Это просто ужас. Тем более, что я сам украинец. Ну вот вам еще одно доказательство идеологической обработки населения России. Приветствую с Польши. Поляки очень переживают за Украину. Я сама с Молдовы, но долго живу в Польше. Поляки постоянно меня спрашивают, как там обстановка, переживают. Помощь везде и постоянно собирается. Я сама собираю корма для собак и кошек. Держитесь, мы с вами. Слава Украине и героям слава. С любовью и словами поддержки, Екатерина. Ну что ж, вот на этой оптимистической ноте на сегодняшний день мы будем заканчивать наше с вами видео. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Огромное. И, как всегда, кто не подписан, приглашаю подписаться на мой канал. Кому понравилось это видео, поставьте лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Огромные слова благодарности спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей поддержке и помощи спонсорской у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам України. Перемога за нами. Слава Україні!